Привет, друзья! Вы на канале Team Spirit. Сегодня мы сравним старую школу с новой. Magix и Adrен будут отвечать на одинаковые вопросы, отталкиваясь от своего личного опыта в киберспорте. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Первый, сколько тебе лет? Начнем с тобой. Сколько разница получается между вами? Дофига, 13. Очень много. 13,9. 1.6, Source или Go? Почему Source? Потому что это моя первая версия. Почему Go, почему не 1.6? Потому что игра говно. Мне нравится больше CSGO и 1.6. Конечно, было классно, но игра говно. И Source. Source тоже говно. Твой первый лан, когда он был? Наверное, как-то так, я не уверен. В 14 лет я прошел в компьютерный клуб, играл в Quake и решил поиграть в Counter-Strike. Зашел в Counter-Strike на турнир, сразу зарегался, отсосал благополучно 16-0 и ушел домой. И мне эта игра понравилась. Но у меня какие-то миксы были. Вот, мне было тоже где-то 14 лет, может быть 15. Я пришел, отсосал хуй и очень расстроился. Игра тоже понравилась? Игра мне нравилась уже на протяжении примерно половины жизни на тот момент. Твоя первая зарплата? В CS. Команда К-23 нас взял под крыло Броджа Машвич, Арбалет, и выдал нам зарплату, отправил в Москву. Вот, пожалуйста, моя первая зарплата. Чтобы мы выживали как-то там. Моя зарплата первая $300. Неплохо. Неплохо. Что за команда была? Я был на тесте в команду Эспаду, и я тест не прошел. Почему все так грустно? Во сколько ты начал играть в CS? Может, такая версия была, не знаю, я не помню уже, но как-то так. Откуда у тебя ком был 12 лет? У меня отец привозил очень много всего нам за рубежа, и у нас был самый первый комп, самый PlayStation, Sega. Но CS играл не дома, я пришел в компьютерный клуб, мне брат говорит, слушай, там игра появилась, можно закупать оружие, все дела. А я играл в Half-Life, Quake тогда. Я понял, что эта игра говно изначально. Что за фигня, типа, непонятная. А потом как-то вот срослось через 2 года. Так, первый раз я попробовал играть в 7 лет. И спустя какое-то время более активно играл в Source. До Source я играл в Team Fortress много. А в 2014 году, 8 марта, батя мне купил Global Offensive, и с того дня я играю в Global Offensive. Кто был твоим первым кумиром? На кого равнялся? Посмотрел больше 150 полок, которые все были, я находил их на разных сайтах, везде. Смотрел все его игры, все его видосы, как он себя ведет, как он сидит, и вот, грубо говоря, сформировал за меня человек, который есть сейчас. А в жизни вы как общаетесь? Хорошо общаемся, мы с ним дружим. Был случай даже, когда он меня позвал. То есть я играл типа в FPL в 1.6, он зашел и говорит, все, Адрен, я с тобой, куда ты идешь? Я тогда все, я поплыл, потек и готов был на все. Так, моим кумиром был Шокс. С момента, как я начал играть в Global Offensive, я тогда узнал, что типа есть компетитив Counter-Strike, типа. Потому что я в Source просто ебашил дезматч, мини-геймсы, зомби-моды и по кругу. И я начал играть в Global Offensive в дни, когда был мажор 2014 года в Катовице. И там я узнал, что есть жесткий чел. Какой год это был? 2014 год. Как я его не любил тогда вообще. Почему? Но у нас взорвал 16-0, 16-1 постоянно. Бегал там, издевался над нами. Плохие воспоминания. Твой самый принципиальный соперник? Догадайтесь. А если нет игроков? Нет, игрока это все другое. Важнее всего выиграть против него именно тебе. Против кого я важнее всего хочу выиграть, это вот эта команда. Нормальная команда что-то. Ну да, крутая, я фанат, Да, классно, пиздец. да. Вот эту команду я хочу выиграть больше всех. А я Доси выбрал, потому что какой бы мы в форме не были, какой бы они не были в форме, то есть мы можем играть безупречно, выигрывать все команды, но когда появился Доси, он нас просто уносил и зарывал. Поэтому я решил, зачем бы играть против него, если можно играть вместе. Все очень просто. Я большой фанат этой команды. Я очень много смотрел демок за последние 2 года именно этих игроков.
Я их уважаю больше всех, и поэтому я считаю их самыми крутыми мейнами. А если игрока, то я хочу играть против Шира. Стер его просто. Неплохо, неплохо. Какой у тебя бинт на прыжок? На. Ну, я объясню. Здесь очень просто. На скролле я прыгаю, когда хочу распрыгаться, бихоп и прочее. Когда идет экшен, когда надо стрелять, я нажимаю на пробел. А буква N — это просто jump throw. Там можно тоже иногда использовать, просто если промазал по пробелу. Я точно так же объясню. Ну, с колесиком то же самое, что и у Адрена. Да. Тоже ради бухопа или когда по фану надо попрыгать. На пробел это максимально качественный прыжок, потому что когда ты нажимаешь пробел, ты чувствуешь модельку лучше всего, и ты можешь не въебать прыжок какой-нибудь, если это высокий прыжок. И на X у меня тоже jump throw, когда впадло до пробела тянуться, то можно на него тыкать. Кстати, на пробеле очень легко этот silent, ну, типа, подниматься без шума. Потому что если на скролле, там по-любому топнешь. Именно так. Какие режимы ты играешь, кроме компьютера? Я играю все. Я играю как и КЗ-мапы, бэхопы, и всякие мини-игры, и 2 на 2 бингманы, и короткие, и длинные, и там... Я захожу на паблики, где 20 на 20 играют. Я захожу, где... Вообще, везде, где можно себя как-то проявить, я вот везде оказываюсь. Казахстан и Дима Сларк. Сколько ланов ты посетил? Хороший вопрос. Пиши 150. Почему 150? Потому Это что... вот я 150 только в Алмате отыграл. Ну да. Ну, где-то... Боюсь... Я объясню сейчас. Я назову 2 успешных выступления. А мы просто 2 успешных... Мы по успешным выступлениям говорим? Я не вспомню, правда. Я помню только 2 хороших. Я помню 2 хороших только. Ну, ёшки-матрешки. Я просто успешные выступления свои ставлю. Ну, короче, давайте где-нибудь так. Наверное так. Ну, там где-то куда-то туда-сюда, блин. А я объясню. Поменьше, побольше, я не знаю. Ну, у тебя нормально, кстати, тоже. У тебя все впереди. Просто я играю в КС, ну, где-то уже с 2004 года. Это был 1 год. Вот 1 год ему было. А я только начинал. Понимаете, в том прикол, что у нас в Алмате, как говорится, нет интернета хорошего, и никто... И у нас были только ланы. Соответственно, я играл все ланы возможные, которые были, и тщательно их выигрывал. Поэтому 400 плюс я беру, ну, больше там где-то штук 200, может, в Алмате было, в Казахстане. Ну, и остальные это так, на полшишечки там по миру поездил. Охренеть вообще. Ну, у меня 20. Ну, я не знаю, сколько там, так сказать, локальных было. Ну, тоже немного. Ну, и международных тоже что-то немного. Ну, где-то 20, да. Ну, там вообще, на самом деле, побольше, но впадло считать. Конечно, падла. Я поэтому написал 400. Так, навскидку, плюс-минус там 100. Нормально. 100 ланов, ничего не будет. Сколько часов в день нужно уделять стрельбе? Ну, именно если просто стрельбе, как, типа, твоему персональному механическому навыку, вне 5 на 5 ты должен уделять 3 часа. ДМчик 2 часа где-то. И прочую фигню всякую тоже на час можно добавить. Ну, там, ботов помочить, мишени помочить какие-нибудь. Ну, так, в целом, 3 часа — это нормас. Да, кстати, у меня примерно так же и вышло. Утром 1,5 часа и вечером 1,5 часа. То есть это... Ну, понятно, утром ты просыпаешься, пока ты разыгрываешься, вармапишься, 1,5 часа именно для разогрева, для всего этого это хорошо. Ну и после, как говорится, прака всего надо шлифануть еще пару ДМчиков, АИМчиков, и вот все у вас будет прекрасно, замечательно. Подписывайтесь на мои соцсети, оставляйте комментарии. Утром пресс-качат, вечером... Да, пресс-качат, бегет и Анджуманя. аджуманя ДМ катат. Сколько демок нужно смотреть в день? О, бля. Ну, во-первых, демок мало не бывает. Тоже неплохо. Демок мало не бывает, всегда что-то узнаешь, что-то новое, смотришь, всегда есть время посмотреть демки. Допустим, я любил смотреть демки, когда я кушал. Ну, приятно с полезным совмещал, как говорится. Смотришь демки, смотришь и кушаешь, и, в принципе... Ничего не мешает. 6 демок, это, понимаешь, это типа минут 30 посмотреть, 40. Ну, если ты понимаешь игру. Я, допустим, некоторые игры смотрю там на большой скорости. Ну да. Я вижу, как ты... А ты скорость написал или количество? Ну да, типа, 2 дня одна выходит целая. То есть, вот.
Ну, там как удобно, короче. Вы там варьируете, точно не ошибетесь. Какая твоя любимая карта в CSGO? Трейн, потому что изначально с 1.6 и в CSGO, и в Source, везде я был праймовый на трейне, поэтому везде лошил, кроме трейна. Ну, потому что просто крутая карта, капец. Ну, крутая. Да, согласен. Вершина, так сказать, соревновательного Counter-Strike. На самом деле эта карта очень такая, там умные люди, умные игроки проявляют себя, поэтому играйте Нюк, не играйте Мираж. Мираж немножко затуманивает разум, вы становитесь чуть-чуть не проигроком, так скажем, мило. Короче, вы конченые становитесь. Играл ли ты в Valorant и как тебе? Что там? Объясню очень просто. Меня позвали играть в Valorant, я поиграл, вбил в первой игре 40, а потом началась, короче, полная херня, когда я начал ставить бомбу, ждать на пленте, мне начали прилетать всякие собаки, блядь, стенки зеленые, потом что-то вырастает, потом что-то взрывается, я думаю, блядь, это что, это я в Диснейленд попал или что, блядь? Ну, честно, игра полная хуйня. Я попробовал Valorant, когда вот это был бета-тест, там по Твичу выдавали, когда. Я поиграл, было нормально, было легко, но там АВП говно полное вообще. Падло вообще играть. Там еще я заметил, что игроки, которые не особо проявили себя в CSGO, они вот туда и мотают. Вот поэтому... Вы поняли, короче. Ну, поняли, слабые духом. Да. Дисциплина для них. КТ или Т? Сложный вопрос. Открывать пункты или наоборот охранять пункты? Наверное, тогда... Ну, наверное, открывать планты. Ну, по кайфу. Мне и то нравится. Везде свое искусство. Свое искусство есть и выбивание, и всего. Дифференция все по-разному звучит. И как-то не могу сейчас... Если так углубиться, дайте мне час, я вам дам точный ответ. С какой сенсой ты играешь? Вот, нечего объяснять, просто дефолтная сенса, как и у всех 80% игроков. 2.2 на обычный, 1.1 на 800 DPI. Что, блядь? 1.337 на 400 DPI. У меня не получается играть в Counter-Strike на сенсе выше, чем 1.5, поэтому я могу играть только на низкой. И поэтому я выбрал такую модную цифру среди низких вариантов. Это как вариант, прям чисто нового поколения. Я человек простой, вижу цифру 1.1, нажал, там подстроюсь. Рекордное количество игр, сыгранных за одни сутки. Ты 40 игр за сутки сыграл? Ну, на EC... А, за сутки-то? Да там один сеанс такой был, типа. Если, ну, типа 40 каток примерно в ряд было сыграно на EC в июне 2019 года. где-то. Без сна. Ну, да. 30-40 часов. Говно месили. А я вспомнил просто турнир, который мы играли в Германии, в Крефелде. Мы там отыграли финал Best of 7. До этого сыграли полуфинал Ты Best против of... Маузов? Да. Ой, я смотрел. Best of 3. Там 3-1 было, короче, и потом кто-то Да, и начали переться. проебал жестко. Да, мы начали переться. Вот, это тот день. И еще до этого мы сыграли, ну, то есть, в общем, 13 карт. Ну, и выпито было около 20-15 банок Red Bull. Примерно вот так вот. Твой любимый турнир? Вообще, вот, на котором был или на котором хочешь побывать? И почему? Мой любимый турнир, в котором я хочу побывать, это тот, который я выиграю. Чего? World Cyber Games вообще очень просто. Мне очень нравился вайб, что ты едешь на турнир со своей национальной сборной, где ты можешь поболеть за своих типов Warcraft, играть StarCraft, Quake, ты знаешь, этот вайб весь, вы вместе видите кучу сборных, там всякие флажки, там, ну, какая-то просыпается внутренняя такая вот, да ну нахуй, бля. И вот World Cyber Games самый лучший турнир, на который я вообще посещал. И вообще это один из первых турниров международных, где я играл в финале в Сингапуре, поэтому этот турнир прям в сердце. Спасибо, вот. Да. Напиши Asus for Gaming там что-нибудь. Да. Да, Да ладно. да, короче, у меня нет любимого турнира. Я хочу полюбить турнир, на котором я жестко отъебашу. И выиграю его. Такого еще не было. Не. Но это придет тебе со временем. Когда ты выиграешь, если мейджор. А? Когда выиграешь мейджор. Вот. Не факт, что это будет твой любимый турнир. Я не скажу, что PGL Крак был моим любимым турниром. Вообще нет. Вот так себе турнир, просто приехал, поиграл. Нормально. Выиграл. Уехал домой.
Поспал. Похавал. Проснулся, кофе выпил, и нормально все. А вот World Cyber Games, это... Самая большая покупка твоя. Вот так вот. Ну, все очень просто. Завод хумуса я таки не построил, денег не хватило. Ну, самая большая покупка, это, понятное дело, квартира. То есть больше я ничего не покупал. То есть пока я не покупал себе виллу. Ну, ждем, как говорится, посмотрим. Может, подешевеет что-то. Да, моей самой большой покупкой оказался компьютер. Вот, я такой ценник вышел, потому что видеокарта была куплена в момент, когда были они очень дорогими. И видеокарта была куплена 3090, и она вышла, ну, половину от этого. Там всякая еще хуйня. Топовая была скрафчена. Вышло нормально так. Ничего, все впереди у тебя. До какого возраста можно играть на про-уровне? Почему 35? Ну, потому что все зависит от того, какая у тебя жизнь идет, если у тебя семья или нет. Если у тебя нет семьи, то до 35, в принципе, можно поиграть, а потом у тебя уже начинается в голове, то есть другие мысли возникать. Поэтому, чтобы выиграть в КС, нужно постоянно думать о нем. Я тоже хотел говорить про мысли в голове. Да. Пиздец. Ну, короче, играть можно сколько по кайфу, и все будет у тебя нормально. На профессиональном уровне играть до 35 это максимум, потому что дальше тебя скушает просто молодняк, как пираньи маленькие, взлетят сразу. Если бы не карьера в КС, то что? Я его просто продавал. Я как-то забивал в 2010 году, поехал в Китай, в Шанхай и сделал очень классный там... Да. Я очень классно там плюсанулся, можно сказать, где-то раз в 100 плюс. Приехал, продал все шмотки в Казахстане, поэтому мне нравится продавать, мне нравится взаимодействовать с людьми и впихивать им то, чего они не хотят, и за очень дорого. Это талант. Да. У меня нет идей, чем бы я занимался. Потому что, ну, я типа всю жизнь в контру катал, и столкнулось так, что началась и карьера, а других увлечений у меня не было на тот момент, и все. Самый длинный лул-стрик в твоей жизни, там на фейсете или в официальном матче? Ну, мы полгода засали примерно. Ну, стрик это подряд. Да, я не вспомню, ну просто нас ебали жестко. Я так и напишу туда, что поделать. 3 игры, блин. Ну, при мне такой хуйни не было, блядь. Больше 10 не было ни разу там на фейсе? Да нет, как-то на фейсе ты, если 2 всосал, ты уже все, отошел, как бы, говоришь, ну, 3 всосал, ты говоришь, нет, все, я пошел. Поэтому нет смысла играть дальше, потому что день плохой. Ну я точно не назову, сколько был прям лустрик, но просто был, так сказать, период, где поражений было в разы больше, чем побед. Ой, я знаю, сейчас полгода, поэтому. Сейчас я перебью тебя, я знаю, там сейчас зайдут, там начнут искать. Давайте я напишу вот так вот просто, на вскидку, так, чтобы не доебались, как говорится, бля. А то я знаю, сейчас выкопаете там всю хуйню историю, там, вот, на, вот. Хотя вот так сделаю еще, чтобы вообще нахуй на верочку. Лучший день в твоей карьере? Это очевидно. Я не знаю, какой день, но, в принципе, весь турнир, он был замечательный. Это было на миноре вот этом недавнем перед Рио-мажором. Мы играли десайдер матч против К9. Ну, там вообще, мы обе уже вышли на турик, типа, ну, там просто в стадию мы в Next вышли, типа. Ну, просто у меня было очень давно такое желание сыграть против С9, потому что мы их все очень уважаем, бла-бла-бла. И мы их выиграли там тоже. Опиши своего соседа одним словом. Ну, он просто сбривает без шансов. Интересно. Жалым меном. Блядь, ну ладно. Что значит? Это как это, Жанна Мент, не знаешь, что значит? Моя душа вроде. Да, то есть, да, прикинь. Откуда ты знаешь? Вот так. Вот так вот. Это от сердца идет. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на социальные сети Team Spirit, на социальные сети мои, а еще подписывайтесь на социальные сети Даурена Кыстаубаева и ставьте лайки под этим видосом. Да, спасибо, что я пришел к вам, и это было очень увлекательно. И подписывайтесь, пожалуйста, на мои тоже сети, я вас очень прошу.